С момента дебюта BTS Ким Тэхён и Чон Чингук разделяли не только сцену, но и глубокую и уникальную дружбу. Со временем их взаимодействия, жесты и слова породили теории, предположения и, для некоторых, отношения, выходящие за рамки простой дружбы. Интересно, как эти моменты близости, вместо того, чтобы считаться нормальными между друзьями, начали вызывать беспокойство у некоторых как внутри, так и за пределами индустрии развлечений. Для многих их отношения воспринимаются как угроза тому образу, который компания хочет создать. Один из первых моментов, вызвавших бурное обсуждение, произошел 26 января 2018 года, когда Тэхён и Чингук были замечены за ужином в отеле недалеко от End Seoul Tower. Для посещения этого заведения требовалось специальное бронирование, и оно находилось всего в нескольких минутах от их тогдашнего дома. Чингук даже заснял этот момент на свою камеру. Однако, вопреки ожиданиям многих, что видео может быть использовано для официального контента или групповых проектов, ни одно видео с ужина так и не было опубликовано. Это оставался личным моментом между ними двумя, без каких-либо планов со стороны персонала или компании. Затем, 6 августа 2018 года, когда участники находились на Мальте на съемках третьего сезона Bon Voyage, Тэхён и Чингук совершили еще одну ночную прогулку после ужина, посвященного съемкам. Конечно, этот момент не был включен в официальную программу. Они не показали, как Тэкук гуляет ночью по улицам Мальты, опять же, полностью вдали от официальных камер. Публика узнала об этом только потому, что Чингук опубликовал две фотографии Тэхёна в Твиттере с подписью GCF Golden Closet Film Photos, типичный способ Чингука делиться фотографиями, сделанными им самим во время поездки. Но почему такие моменты воспринимаются как нечто настолько важное, что кажутся угрозой? Многие считают, что HYBE и его лейбл Big Eyed Music придерживаются концепции, в рамках которой тщательно поддерживается имидж и история артиста. У каждого участника есть роль и имидж, которые формируются для того, чтобы связать его с фанатами. Но когда возникают отношения, которые можно истолковать как нечто большее, чем просто дружба, ситуация осложняется. Поэтому, когда Тэкук стали восприниматься как нечто, находящееся вне контроля компании, их близость стала рассматриваться как нарушение этого нарратива. Когда публика чувствует что-то настолько реальное и сильное, это становится трудно скрыть или изменить. Именно здесь и возникло чувство дискомфорта. Их подлинность, их связь, которая казалась такой естественной и сильной, воспринималась как вызов контролирующей структуре индустрии. Для некоторых их отношения могли повлиять на образ индивидуальности каждого участника и на тонкую грань между дружбой и чем-то большим. Это стало очевидно еще в ноябре 2015 года, когда велись съемки самого прекрасного момента в жизни. В это время некоторые фанаты почувствовали, что сотрудники стали чаще разлучать Тэхёна и Чингука или вырезать сцены, которые воспринимались как слишком откровенные, демонстрирующие их близость. Первоначально Тэхён стоял очень близко к Чингуку, обсуждая концерт и их волнение. Затем он обнял Чингука за плечо, не создавая неловкой дистанции, словно их близость была само собой разумеющейся. Когда участники приблизились к камере, Тэхён продолжал держать руку на плече Чингука и даже поправил положение, чтобы объятие было более комфортным. В этот момент стало ясно, что они настолько комфортно чувствуют себя друг с другом, что не было причин внезапно отстраняться. Однако после того, как оба посмотрели за камеру, выражение лица Чингука изменилось. Он опустил голову с выражением дискомфорта, а Тэхён медленно отодвинулся. Многие фанаты посчитали, что их выражения передают грусть и дискомфорт от внезапного расставания. Во время другой съемки закулисного фильма о подготовке к концерту, как говорят, RM первым заметил неловкую атмосферу. Пока Тэхён обнимал Чингука и сосредоточился на разговоре, RM несколько раз серьезно поглядывал в сторону. Чингук, который сначала говорил с лучезарной улыбкой о подготовке к концерту, постепенно потерял свое радостное выражение лица, посмотрев в том же направлении. Затем RM попытался продолжить разговор, продолжая при этом с напряженным выражением лица наблюдать за ситуацией.
Пока Тэхён продолжал обнимать Чингука, настроение постепенно изменилось, когда кто-то, казалось, привлек внимание Чингука из-за камеры. Выражения лиц всех троих, RM, Тэхёна и Чингука, резко изменились. Многие фанаты истолковали этот момент как признак дискомфорта от их близости. Когда Чингук наконец вырвался из объятий Тэхёна, Тэхён выглядел разочарованным, а Чингук – растерянным и мрачным. Затем сцена оборвалась, и когда она вернулась, Чингук по-прежнему выглядел отстраненным с грустным выражением лица. Он, казалось, колебался, прежде чем снова приблизиться к Тэхёну, даже несколько раз скрестил руки и серьезно посмотрел на персонал. Однако после того, как сцена снова оборвалась, RM, похоже, взял инициативу в свои руки. Пока Шуга говорил о своем восторге от концерта, RM снова поставил Тэхёна и Чингука рядом друг с другом. Этот простой жест заставил многих фанатов поверить, что RM не согласен с тем, что их намеренно держали порознь. Как только Чингук снова почувствовал себя комфортно, он начал прикасаться к плечам Тэхёна и играть с его рубашкой, и на его лице постепенно вернулась улыбка. Для многих фанатов отношения Тэхёна и Чингука оказались настолько искренними, что не нуждались в объяснениях. Однако компания смотрит на это иначе, поскольку каждое движение, жесты взаимодействия постоянно анализируются, контролируются и даже корректируются. Их отношения рассматриваются как вызов системе, которая стремится поддерживать определенный нарратив. Сам Тэхён однажды объяснил, что они с Чингуком на самом деле провели время вместе на его день рождения, не для съемок или по делам компании. Даже одинаковые наряды, как говорят, были выбраны просто ради забавы. Еще один момент, привлекший много внимания, это совместное посещение Тэхёном и Чингуком премьеры фильма «Мечта» с Пак Саджуном и Айю в главных ролях. Для Чингука это было первое личное посещение кинопремьеры, и они присутствовали не как участники BTS или в рамках бизнеса, а просто как Тэхён и Чингук. Выбор их одежды также привлек внимание, поскольку считалось, что он содержит определенный символизм. Многие фанаты посчитали их стиль очень личным и несущим определенный посыл. Кроме того, их язык тела также был поразительным. Чингук выглядел более застенчивым, чем обычно, в то время как оба, казалось, понимали, что этот момент привлечет много внимания общественности. Многие восприняли это как шаг к нормализации их отношений на публике, демонстрирующий чувство защищенности и комфорта, которые они чувствуют друг с другом. Месяц спустя, когда СМИ сообщили, что Чингук был в списке гостей на премьере фильма, которую посетил Тэхён, Чингук не появился. Это вызвало дальнейшие предположения, особенно учитывая, что Чингук продолжал активно выкладывать свои фотографии в тот же день, чтобы избежать привлечения слишком большого внимания к своему местонахождению. Для некоторых фанатов это укрепило убеждение, что кто-то пытается ограничить их публичные выступления. Более того, Тэхён и Чингук неоднократно появлялись в похожих нарядах в разных местах, например, когда Тэхён посетил концерт Бруно Марса в Корее, а Чингук снимал музыкальное видео в Лос-Анджелесе. Они также посетили концерт Гарри Стайлса вместе с Чимином и Джей Хоупом в Лос-Анджелесе в 2021 году. Когда Гарри Стайлс размахивал флагом ЛГБТ на сцене, Тэхён и Чингук были очень воодушевлены, обнимались и стояли очень близко друг к другу. Для фанатов это был момент, когда они действительно могли свободно выражать свою радость без страха. Кроме того, многие фанаты задавались вопросом, почему вечеринка в честь выхода альбома Чингука никогда не транслировалась официально, как мероприятие других участников. Некоторые считают, что это потому, что между Тэхёном и Чингуком было слишком много интимных моментов, включая объятия и короткие поцелуи, которые считались слишком личными для публичного освещения. Их различные отсылки к фильмам, музыке и произведениям, посвященным многообразию любви, также часто становились предметом обсуждения. 10 ноября Тэхён, как известно, поставил лайк под постом о фильме «Квир» режиссера Луки Гуаданьина. Сам фильм исследует эмоциональные отношения между двумя мужчинами и основан на романе Уильяма Сбироуза. Интересно, что Лука Гуаданьина также является режиссером фильма «Зови меня своим именем», одного из любимых фильмов Тэхёна с 2019 года. Тэхён неоднократно упоминал этот фильм, даже рекомендовал его Джей Хоупу во время прямой трансляции, хотя и с некоторым смущением из-за темы однополой любви в сюжете.
Он также черпал визуальное вдохновение из фильма для своих личных фотосессий. Поэтому многие фанаты считают, что любовь Тэхёна и Чингука к произведениям на тему разнообразной любви демонстрирует их желание жить без ограничений и давления определенных норм. В конечном итоге, для многих отношения Тэхёна и Чингука считаются одними из самых искренних, которые они когда-либо видели в индустрии развлечений. Несмотря на любые домыслы, ограничения или споры, многие фанаты считают, что искренность всегда очевидна в их взглядах, жестах и том, как они относятся друг к другу. И именно это считается самым сложным для контроля в индустрии, полной образов и сфабрикованных нарративов, потому что то, что кажется реальным, всегда будет обладать большей силой, чем все, что выдумано.